Дорогие друзья, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я покажу, как связать вот такой шарф снуд крючком. Узор подойдет как для женщин, так и для мужчин. Вяжется такой узор очень просто, но смотрится он просто шикарно. Я вязал этот шарф вот такой пряжей. Это стопроцентный акрил. В этом моточке 40 граммов и 80 метров. Рекомендованный крючок для этой пряжи от производителя от 2 до 2,5 миллиметров. Но мне кажется, они ошиблись, потому что пряжа для этого крючка очень толстая. Поэтому я взял крючок 4 миллиметра. Вязал крючком 4 миллиметра. Но я думаю, что нужно было даже вязать крючком 5 миллиметров, потому что полотно у меня получилось такое достаточно плотное. Но ничего страшного. В ширину у меня этот шарф получился 38 сантиметров и в высоту 22 сантиметра. Но, конечно же, вы можете вязать любой размер. И ушло у меня 165 граммов пряжи. Для начала работы нам нужно сделать цепочку из воздушных петель. Для этого я беру нить, кладу вот так на палец, придерживаю. Вставляем крючок под нить, прокручиваем по часовой стрелке. У нас образуется здесь вот такая петля. И теперь мы уже цепляем крючком нить и протягиваем в эту нашу петлю. И затягиваем. Этот узелок у нас за петлю не считается. И теперь мы набираем нужное количество воздушных петель. Главное, чтобы это количество петель делилось на 2. То есть четное число. 1, 2, 3. Сильно не затягиваем. 4, 5 и так далее. На нужную длину вяжем цепочку с четным количеством петель. Итак, я провязал цепочку из воздушных петель. Вот эта последняя петля у меня 130, то есть всего 130 петель я провязал. И в длину у меня эта цепочка получилась 68 сантиметров. То есть если пополам складывать, у нас получается вот здесь горловина 34 сантиметра примерно. Но при желании, конечно, можно делать и больше, и меньше. Это уже решать вам. И теперь мы соединяем эту нашу цепочку в кольцо. То есть мы аккуратно сейчас вот так пальчиком проводим по нашей цепочке, чтобы у нас ничего здесь не перекрутилось. Все, вот у нас начало цепочки. И мы в самую первую петлю. Вот у нас узелок, а вот петля. И мы вставляем в эту петлю крючок и выполняем соединительную петлю. Вот так протягивать через все петли. Все, вот мы соединили в кольцо. Теперь приступаем к первому ряду. Этот ряд нам нужно обвязать в каждую петлю по столбику без накида. Я выполняю одну воздушную петлю подъема и сюда же в эту же петлю столбик без накида. Опять в следующую петлю столбик без накида. И таким образом мы провязываем ряд до конца. В каждую петлю выполняем столбик без накида. Провязали ряд до конца, выполнили последний столбик без накида. На всякий случай я пересчитал, нигде ли я потерял какой-нибудь столбик. Я прям считал по-быстрому, по 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10 и так далее. Все, у меня получилось четное число петель, то есть нигде ничего не потерял. Если вдруг вы потеряли где-то один столбик, ничего страшного, в одну петлю вы можете сделать прибавку, то есть добавить еще один столбик. В итоговой работе это видно не будет. И теперь мы соединяемся с первым столбиком просто соединительной петлей. Теперь приступаем ко второму ряду, выполняем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Это мы сделали первый столбик с одним накидом. Выполняем накид и в следующий столбик, вот мы здесь, вот он следующий столбик, и в него провязываем столбик с одним накидом. Опять накид, столбик с накидом в следующий столбик. И таким образом мы провязываем ряд до конца, выполняем столбик с накидом в каждый столбик. Провязали ряд до конца, выполнили последний столбик с накидом и соединяемся в третью воздушную петлю подъема просто соединительной петлей. Теперь приступаем к третьему ряду, выполняем 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в этот же столбик, то есть в эту третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Столбик без накида в следующий столбик.
столбик без накида в следующий столбик. И мы таким образом провязываем ряд до конца. Столбик без накида в каждый столбик. Провязали ряд до конца, выполнили последний столбик без накида и соединились также с самым первым столбиком просто соединительной петлей. Теперь приступаем к четвертому ряду. С этого ряда у нас уже начинается раппорт узора. Мы выполняем 1 воздушная петля подъема. И нам нужно провязать рельефный лицевой столбик с одним накидом удлиненный вокруг вот этого столбика с накидом. То есть в этом случае здесь 3 петли подъема были. То есть на ряд ниже мы вяжем. Выполняем накид, обхватываем столбик. Вот так. За само тело столбика мы вставили крючок. Цепляем нить. И провязываем только одну нить сейчас на крючке. Вот так, одна нить. А теперь уже 2 и оставшиеся 2. Столбик с накидом в следующий столбик. Вот у нас следующий столбик без накида, который был в предыдущем ряду. Мы в него вяжем обычный столбик с накидом. А вокруг следующего столбика на ряд ниже который мы вяжем рельефный лицевой удлиненный. Накид. Вот у нас следующий столбик на ряд ниже. Мы вот так его обхватываем, само тело столбика, цепляем нить и провязываем сперва одну нить, затем 2 и 2. Опять столбик с накидом обычный, в следующий столбик без накида. Итак, мы чередуем накид вокруг следующего столбика в предыдущем ряду, то есть на ряд ниже. Вот он у нас. Обхватываем вот так столбик и выполняем рельефный лицевой с накидом удлиненный. Сначала 1 петля, затем 2 и 2. Столбик с накидом в следующий столбик. Теперь рельефный. На ряд ниже. Вот у нас следующий столбик и на ряд ниже. Сначала 1, 2, 2. И столбик с накидом уже в следующий столбик без накида. И мы так чередуем. У нас рельефный, обычный, рельефный, обычный. Только рельефный у нас вяжется на ряд ниже. Вот так у нас получается. Вяжем так ряд до конца. Итак, провязали ряд до конца, выполнили последний столбик. Так как ряд мы начинали с рельефного столбика, значит заканчиваем обычным столбиком. Все, и теперь в этот рельефный столбик, вот он у нас, мы прям в его вершину вставляем крючок и соединяемся с соединительной петлей. Теперь приступаем к 5-му ряду. В этом ряду мы вяжем столбики без накида. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в этот же столбик. Столбик без накида в следующий столбик. То есть столбик без накида в рельефный, столбик в обычный, столбик в рельефный, столбик в обычный. В каждый столбик мы просто выполняем столбики без накида. Провязали ряд до конца и соединились с самым первым столбиком просто соединительной петлей. Я к этому моменту больше возвращаться не буду. Мы всегда здесь соединяемся просто с первым столбиком соединительной. Теперь приступаем к 6-му ряду. Этот ряд у нас будет вот такой с рельефными столбиками, только мы теперь будем вязать наоборот. То есть если мы в том ряду начинали с рельефного, а потом был обычный, здесь наоборот. Сейчас вяжем обычный, а потом рельефный. Выполняем 3 воздушные петли подъема. Это просто столбик с одним накидом. Накид, а вокруг следующего столбика предыдущего ряда мы вяжем удлиненный рельефный лицевой с накидом. То есть вот мы отсюда выходим, вот мы сделали здесь столбик, вот следующий, и вот он наш столбик с накидом предыдущего ряда. И мы вокруг него выполняем рельефный лицевой с одним накидом удлиненный. То есть провязываем сперва 1 петлю, а затем 2 и опять 2. Все,
столбик с накидом обычный, в следующий столбик, вот без накида, в него столбик с накидом. Опять рельефный лицевой, удлиненный. Вот у нас следующий, вот сюда вокруг него. Обхватили столбик, зацепили нить и провязали сначала одну, затем 2 и опять 2. Столбик с накидом, в следующий столбик без накида. Рельефный лицевой, удлиненный. Сначала одну, потом 2 петли и опять 2 петли. И опять обычный. И так мы чередуем. Столбик обычный, столбик рельефный, удлиненный. Вяжем так ряд до конца. Итак, довязали ряд до конца. Вот еще раз покажу. Провязали мы последний рельефный столбик. Вот наш первый столбик, то есть 3 петли подъема. И мы в них, в третью петлю подъема, соединяемся просто соединительной петлей. Теперь приступаем к 7 ряду. У нас опять раппорт повторяется. Мы этот ряд вяжем просто столбиками без накида. Одна воздушная петля подъема, сюда же в эту же петлю выполняем столбик без накида. И пошли вязать столбики без накида в следующий столбик, в следующий и в следующий, и так далее. В каждый столбик выполняем столбик без накида. Итак, провязали ряд до конца и соединились, как обычно, с первым столбиком. И здесь у нас сейчас опять раппорт повторяется. 8 ряд мы вяжем точно так же, как и 4. То есть в этот раз мы начинаем ряд с рельефного столбика, затем будет обычный, рельефный, обычный. То есть и по этому принципу шарф весь так вяжется. То есть сейчас я выполняю 1 воздушная петля подъема, накид, и вокруг первого столбика предыдущего ряда, вот у нас здесь видно воздушные петли подъема, мы вокруг них обхватываем крючок, вот так, цепляем нить и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом удлиненный, то есть 1 петля, а затем по 2 закрываем, 1, 2 и 2, 2, все. А в следующий столбик без накида у нас идет обычный столбик с накидом. Все, опять рельефный лицевой. Вот сюда, ниже. Вокруг столбика с накидом предыдущего ряда. Все, опять столбик обычный. С одним накидом. Узор простой, но смотрится очень эффектно. Все. Опять обычный столбик. И таким образом мы провязываем наш шарф снуд до нужной ширины. Итак, провязали наш шарф до нужной высоты. Последний ряд, который я закончил, это ряд со столбиками без накида. И теперь я сделаю последний ряд. Я просто обвяжу его соединительными столбиками. То есть я выполняю соединительную петлю в следующий столбик, соединительную в следующий, и так до конца ряда. В каждый столбик выполняем соединительную. И старайтесь сильно не затягивать. Вот. И таким образом мы обвязываем весь ряд соединительными петлями. Итак, я провязал этот ряд последний соединительными столбиками. Вот так у меня получилось. И здесь я провязал последний соединительный столбик. Вот у меня начало ряда. Я сейчас оставляю вот такой небольшой кусочек нити и обрезаю его. И теперь вытягиваю вот так нить полностью. И теперь вставляем, вот у нас следующий соединительный столбик. Вот так мы за него, за обе петли этого столбика вставляем крючок, вытягиваем нить. Вот здесь также ее полностью сюда вытягиваем. И вот эта нить у нас идет вот из этого соединительного столбика. И мы в этот соединительный столбик должны эту нить туда продеть. Вот так я вставляю за одну половинку. И протягиваем туда нашу петлю, нашу нить точнее.
Все, и теперь этот хвостик мы туда назад, на изнаночную сторону. Все, здесь у нас вот получилась точно такая же косичка, то есть не видно соединения. Все, и теперь между петлями, между столбиками эту нить можно спрятать. И теперь противоположную сторону, вот у меня начало нашего вязания. Я здесь также этот ряд сейчас обвяжу соединительными столбиками. Итак, перевернули вязание, вот начало нашего шарфа. И немножечко заранее до этого начала, за несколько столбиков, я вставляю крючок, цепляю нить, протягиваю ее вот сюда. Все, и теперь мы выполняем соединительные столбики в каждую петлю, одновременно пряча вот этот хвостик. Вот так. Я его буду перекручивать вокруг рабочей нити, чтобы он у меня прятался. Все, и так соединительными петлями мы проходим по всему низу нашего изделия. В каждую петлю мы вставляем и провязываем соединительные столбики. Итак, провязали ряд до конца, и точно таким же способом, вот у меня здесь самый первый соединительный столбик, нить мы здесь внутри спрятали. Точно так же мы отрезаем здесь нить, вытягиваем ее полностью, и с самым первым соединительным столбиком мы соединяемся, так же как мы вот здесь с другой стороны соединялись. Поддержите мой канал, поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, и также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылочку на группу я оставлю в описании к этому видео. Выкладывайте свои работы с хэштегом «Вяжу с Дуду». А с вами был я, Эд. До скорого!